Обнаружив статью, о которой я вам рассказывал в прошлом видео, я задался вопросом, а что это, собственно, за журнал такой, в котором на протяжении нескольких лет публиковались статьи о модели фасциальных дисторсий, ее функционеров и о ее функционерах. Ответ оказалось найти не так уж и сложно. Немецкий остеопатический журнал – это регулярное профессиональное паранаучное издание с 2010 по 2013 год, в состав редакционной коллегии и авторов которого входил хилипрактор, остеопат, инструктор Европейской ФДМ-ассоциации с 2011 года Торстен Фишер. Примечательно, как его представляют его коллеги. Двигатель развития. Добавлю к этому, что это касается и модели фасциальных дисторсий. Я не знаю другого инструктора ЕФДМА, который бы распространял мануальную терапию по Типальдесу за пределами Западной Европы активнее Торстена Фишера. Именно он первым познакомил с моделью фасциальных дисторсий россиян, индусов и иранцев. Он даже имел конфликт с Кескитаном КФДМО из-за вторжения в азиатский регион. Особо отмечу, что в Иране Торстен проводил семинары на базе медицинского университета и, несмотря на отсутствие у него медицинского образования, получил в нем должность доцента. Я познакомился с Торстеном в апреле 2019 года на семинаре продвинутого уровня в Казани. Мое первое общение с ним живо в моей памяти до сих пор. Я подошел к нему в перерыве и спросил, какую дисторсию указывает скребущее движение. Он ответил что-то типа «а хрен его знает», чем очень меня впечатлил. После этого семинара проходил экзамен на ФДМ-БС. В те времена Евгений еще скромничал принимать его у своих учеников, поэтому меня и других соискателей собеседовал в основном Торстен. Получив сертификат ФДМ-БС, я попросился к Евгению на стажировку, и он организовал все в лучшем виде. Отчасти из-за собственной занятости, отчасти для пользы дела, он попросил Торстена, чтобы часть запланированного времени я провел в его офисе. Изначально это вызвало у меня некоторое беспокойство, так как я сомневался, что мой уровень владения английским позволит нам комфортно общаться. Как оказалось, зря. Торстен был настолько радушен и терпелив, что я почти не ощущал языкового барьера. Не буду перегружать вас подробностями, расскажу только про два удививших меня тогда момента. Первый. Я обратил внимание на то, что он исправляет дисторсии, на которые пациент не указывает. Его ответа на свой вопрос я не понял. Но позже, когда я наконец ознакомился с учебно-методическим пособием доктора Типальдеса 2002 года, мне стало ясно, что Торстен просто четко следует протоколам, прописанным доктором Типальдесом в этом издании. И второе. Торстен озвучил мне тогда свою позицию, как позже стало понятно, исходящую от его учителя, доктора Георга Харрера, о том, что у нас на самом деле нет реальной возможности получить представление об анатомии фасциальных дисторсий, так как никакой инвазивный и неинвазивный метод диагностики не позволяет увидеть картину целиком. И исходя из этого, любое объяснение того, что происходит во время лечения, является всего лишь одной из недоказуемых гипотез, более или менее вероятной объяснительной моделью, которая к тому же никак не влияет на клинический результат. Подчеркну, несмотря на то, что именно Торстен Фишер был первым ФДМ-инструктором Европейской ассоциации, проводившим семинары базового уровня мануальной терапии по Типальдесу в России с 13 по 16 года, я ни разу не был их участником, так как начал свое обучение ФДМ только в 2017 году. Вероятно, получить представление о его видении модели фасциальных дисторсий можно и другим путем. Из его статьи, опубликованной в сборнике по физиотерапии, собранной под редакцией Бернарда Колстера, издаваемого с 2016 года. Но у меня нет доступа к этому изданию, поэтому я не могу вам его представить.